Стенд предназначен для проведения лабораторных занятий в вузах и колледжах по основам электропривода, системам управления электроприводами и силовой преобразовательной техники. В схему стенда включены два широтно-импульсных преобразователя, трехфазный управляемый выпрямитель, частотный преобразователь, цифровые измерительные приборы, блок релейно-контакторного управления и аналоговые регуляторы для исследования систем стабилизации тока и скорости. Проведение лабораторных работ осуществляется как в ручном режиме, так и в режиме диалога с компьютером. В качестве нагрузки в стенде используется машинный агрегат, состоящий из электродвигателей постоянного и переменного тока. Продемонстрируем работу управляемого выпрямителя на активную нагрузку. Подключаем трехфазный инвертор к сети переменного тока. В качестве активной нагрузки присоединим резистор R5. Включаем автоматический выключатель. Тумблером SA11 задаем трехфазный режим работы и тумблером SA12 включаем схему. Резистором R18 плавно увеличиваем угол управления тиристорами. На вольтметре PV1 регистрируем среднее значение выпрямленного напряжения на выходе управляемого выпрямителя. Обратите внимание, что при увеличении угла управления тиристорами выходное напряжение выпрямителя снижается. Отключаем схему и переводим SA11 в нижнее положение. В следующем эксперименте можно ознакомиться с работой управляемого выпрямителя на двигательную нагрузку. Для этого подключаем в схему обмотку якоря и обмотку возбуждения двигателя постоянного тока. Тумблером SA12 включаем шип и резистором R18 уменьшаем угол управления. Обращаем внимание, что напряжение на якоре возрастает и скорость двигателя увеличивается. По окончании эксперимента возвращаем резистор в нулевое положение и отключаем стенд. Продемонстрируем исследование реостатного пуска двигателя постоянного тока. Начинаем работу с подключения шип к сети переменного тока. Подключаем к схеме обмотку возбуждения. Затем цепь обмотки якоря вместе с добавочными сопротивлениями R1, R2, R3. Подаем напряжение задания на шип. Включаем автоматический выключатель. Резистором R22 задаем скважность 67% для номинального тока возбуждения и резистором R21 85% для тока якоря. Включаем шип обмотки возбуждения, затем шип обмотки якоря. Переходим к процессу запуска электродвигателя. Перед проведением эксперимента необходимо настроить программное реле РКУ. Для этого однократно нажмем на переключатель, затем, вращая его по часовой стрелке, на мигающем индикаторе выбираем режим РКУ и подтверждаем выбор однократным нажатием. Появляется режим «Старт». Нажимаем еще раз и, вращая по часовой стрелке, переходим к окну «Режимы». Индикатор мигает. Нажатием на переключатель подтверждаем выбор. Снова поворачиваем РКУ, находим режим секунды, подтверждаем выбор. Переходим к заданию времени пуска на каждой ступени.
Поворачиваем ручку до появления мигающего символа на первом приборе. Нажимаем на нее и задаем время работы реле К8, например, 1 секунда. Подтверждаем выбор и переходим к следующему индикатору. На второй ступени устанавливаем выдержку времени 2 секунды, на третьей 3 секунды. Величины пусковых резисторов R1, R2, R3 должны быть предварительно рассчитаны и установлены на соответствующих переключателях. Кнопкой SB74 включаем двигатель. О срабатывании реле К5 индицирует светодиод. На цифровых индикаторах регистрируем время разгона электродвигателя. При появлении на секундомере символа 9,9 секунды процесс считывания показаний оканчивается. Останавливаем электродвигатель кнопкой SB73. Переходим к снятию значений измерений тока и скорости в процессе пуска. Вращая РКУ, записываем показания соответствующих приборов. Обращаем внимание на броски тока во время переключения ступеней реостатов. Это происходит на первой, второй и затем на третьей секундах. Для того, чтобы вернуться в режим регистрации значений, необходимо однократно нажать на РКУ, при появлении надписи Escape еще раз нажать на ручку и, вращая, выбрать режим приборы однократным нажатием. Таким образом, мы возвращаемся к регистрации текущих значений эксперимента. Если по каким-либо причинам необходимо еще раз пересмотреть результаты опыта, то следует нажать на РКУ, затем повернуть ручку до появления мигающей надписи РКУ и подтвердить выбор нажатием. После этого повернуть указатель до появления мигающей надписи «Просмотр», выбрать этот режим и пролистать все снятые показания. Для возврата в исходное положение нажать на РКУ 2 раза, выбрать приборы и подтвердить выбор. Программа управления стендом позволяет провести выполненную работу совместно с компьютером. Тумблеры для включения шип и регуляторы скважности в этом режиме становятся неактивными. Перед началом эксперимента необходимо собрать схему. Затем в программе выбрать закладку «Дополнительно» и проведение работ в автоматическом режиме. В открывшемся окне программы задается время работы на каждой ступени пуска и скважности. Для обмотки якоря 83%, для обмотки возбуждения 67%. Нажимаем виртуальную кнопку «Запуск», и программа самостоятельно включает электродвигатель, затем строит пусковую характеристику. Обращаем внимание, что значения пиковых токов во время переключения ступеней реостатов совпадают с предыдущим экспериментом. Запуск необходим. Он запускает машину. Привода. Сам регулирует и сам снимает характеристики.